День первый. Колин проснулась от детских криков и шума игры с улицы. Солнце светило на постель, и это означало, что уже больше 10 утра. Ее сон был так крепок, что будильник не справился со своей задачей. Она сладко потянулась и тут же вздрогнула. Ее 7-летний сын, Том, был предоставлен сам себе. Никто не разбудил его, не приготовил ему завтрак, не проверил, все ли с ним в порядке. Колин чувствовала себя разбитой, но таки нашла силы оторваться от постели и выглянула в открытое окно. За окном царило приятное и теплое воскресное утро. И как-то слишком много людей на улице. Том был уже на ногах, одет и расходовал свою энергию на их пса Джейка, смешной породы Пемброк. Колин вздохнула с облегчением, бросила взгляд на незастеленную кровать и побрела чистить зубы. Света не было. Колин не удивилась. Такое периодически случалось в жаркие дни из-за перегрузки сети массовыми включениями кондиционеров. С трудом почистив зубы и наскоро причесавшись, она оказалась на кухне и какое-то время пыталась влить в себя противный прохладный вчерашний кофе из кофеварки. Никакого завтрака. Колин вернулась в спальню и нашла почти разряженный телефон. Сеть отсутствовала. На экране было 11:09. Колин вышла на улицу и зажмурилась от яркого солнца. На голубом небе не было ни облачка. Прекрасный день, чтобы провести его на улице с семьей. До нитки мокрый, Том был озадачен попытками искупать Джейка в небольшом надувном бассейне, что вызвало у Колин теплую улыбку. «Эй, Колин Джин!» – радостно поприветствовал ее молодой сосед. «Доброго тебе утречка!» «Доброе утро, Глен! Давно нет света!» – еще сонно пробормотала она. «С ночи, когда будет неизвестно, да и к черту его! На улице отлично. Думаю, начать барбекю прямо здесь и сейчас. Если что, присоединяйся». Колин в очередной раз посомневалась в намерениях и ориентации соседа и вернулась в дом, где ее ждала вчерашняя немытая посуда. Неожиданно пол под ее ногами тряхнуло. Секунду она размышляла, впадать ли в панику, но, похоже, это был обычный маленький толчок. «Томми! Хочешь позавтракать?» – громко окликнула она сына через открытую дверь. «Нет, мам, я уже поел!» – крикнул в ответ Том. «Интересно, что?» – пронеслось у нее в голове. Пол снова тряхнуло. На несколько мгновений Колин стала не по себе, и руки ее задрожали. «Успокойся, девочка, все нормально». Разобравшись с посудой и позавтракав бананом, Колин вернулась на улицу. Для картины абсолютно рая не хватало только чириканья птиц, подумалось ей. Вдруг дали свет, и откуда-то из глубины улицы забасила клубная музыка. «Похоже, вечеринки не избежать», – подумала Колин, вернулась на кухню и включила кофеварку. Спустя несколько минут она вышла с кружкой горячего кофе и телефоном и устроилась на крыльце. Попивая кофе, она постепенно собиралась с мыслями и просыпалась. Оставив кофе на крыльце, она отошла подальше от Тома и набрала номер его отца. «Привет, Райан. Можешь говорить?» Пытаясь справиться с раздражением и быть дружелюбной, начала она. «Привет, Колин. Я за рулем. Если хочешь, можешь заехать к нам. Соседи. Похоже, собираются делать барбекю». Глен и правда вовсю устанавливал мангал прямо на лужайке перед домом. «Не знаю, Колин, если разберусь с... Что это за хрень?» «Колин...» Тут связь прервалась гудками. Свет снова погас, что вызвало несколько недовольных восклицаний по всей улице. Колин посмотрела на телефон, сети не было. «Вот черт!» – выругалась Колин, землю под ее ногами еще раз ощутимо тряхнула. Телефон вдруг самостоятельно выключился, нагрелся и обжег бы ее руку, если бы она не выронила его. «Вот черт!» Колин уставилась на покрасневшую руку и телефон. На земле Колин увидела свою тень. И какое-то резкое движение. Множество мелких черных пятен быстро заструились по земле во все стороны. На несколько секунд шум на улице стих. Послышались испуганные крики и ропот. Что-то мягкое на секунду коснулось ее спины. Колин изумленно подняла голову и чуть не упала. Во все стороны, куда хватало глаз и на небывалую высоту вверх прямо через их улицу, на огромной скорости пролетела стая ворон. И с оглушающим шумом, прямо над их головами, стаю рассекли 3 военных самолета и, оставив шлейф выхлопных газов, ушли за горизонт. Колин бросила взгляд на Тома. Он был в порядке и бесстрашно смотрел за самолетами, уносящимися вдаль. Небо снова опустело, все молчали. Землю еще раз тряхнуло. Подул пронизывающий холодный ветер. Колин поежилась. Глен бросил мангал, выключил газ и с хмурым видом подошел к ней. В руках его был выключенный телефон. Он посмотрел ей в глаза и спросил: «Есть идеи? Что происходит?» Колин отрицательно покачала головой.
Глен посмотрел по сторонам, мягко потеребил ее по плечу и выдавил из себя улыбку. «Ладно, Колин Джин, не волнуйся. Этому всему есть простое и разумное объяснение». Часть людей сразу же скрылась в домах. Другие не разговаривали и смотрели в сторону больших зеленых холмов и окраины города. Беспокойство нарастало. «Ты в порядке, мой мальчик? Не испугался?» Подошла Колин к сыну и с тревогой посмотрела на взбудораженного пса. «Нет, мам». «А вот Джейк испугался». «Что это было, мам?» – спросил Том удивленно. «Не знаю, Томми. Но мы разберемся, не волнуйся. Учения, наверное, какие-то. Может, пойдешь в дом и успокоишь Джейка?» Том сначала отрицательно завертел головой, потом посмотрел на беспокойного пса, сгреб его в охапку и потащил домой. Колин подняла телефон и попыталась включить. Он не реагировал. Вдалеке улицы она увидела, как пожилой мистер Томпсон сел в свой приус, безрезультатно подергал ключ зажигания и быстрым шагом вернулся в дом. Холодный ветер принес свинцовые тучи, они быстро затянули небо и спрятали солнце. Где-то вдалеке громыхнуло. Колин поежилась и снова попыталась оживить телефон. С трудом ей удалось выудить из корпуса батарею и спустя несколько секунд вернуть ее на место. Она держала кнопку включения, но телефон оставался мертвым. Крики и ропот опять пронеслись по улице. Все смотрели в ту сторону, куда скрылись военные самолеты. Там вдалеке, за городом, на бескрайнее зеленое поле опускалось грозовое облако. Оно закрыло собой горизонт и изредка пропускало по своей поверхности быстрые молнии. Послышался нарастающий низкочастотный гул. Почва под ногами завибрировала. Когда до земли оставалось рукой подать, облако высвободило из своих недр гигантский мутно-серый объект величиной с несколько городских кварталов. Крики на улице усилились, началась паника, а Колин просто оцепенела, не могла сдвинуться с места и не понимала, что делать. Спустя несколько очень долгих минут объект достиг земли, и ноги Колин пронзила сильная дрожь. Она вышла из ступора и стала оглядываться. Ее соседи в гробовом молчании смотрели на исполина, часть их обратилась в бегство. «Том», – пронеслось у нее в голове. Мышцы ее налились сталью. Она рванула с места и быстрым шагом вернулась в дом. Том успокаивал Джейка на кухне. Собака лаяла и металась с места на место, подметая опущенным хвостом пол. «Что там, мам?» – бросил ей Том, теребя за уши Джейка. «Томми, слушай меня внимательно!» Наклонилась она к сыну и пытаясь говорить спокойным голосом. «Иди в свою комнату и оденься в свою любимую кофточку и кроссовки, нам надо ехать к папе». «Что-то случилось, мам?» Том был на удивление спокойный, не чувствовал ее паники и лишь растерянно поглядывал на испуганного пса. «Все будет хорошо, сынок. Нам нужно к папе, прямо сейчас. Скорее иди и собирайся». Том быстрым шагом пошел к себе, а Колин, пытаясь унять дрожь в руках, начала собираться. Она бросилась к платяному шкафу и достала из его недр большую спортивную сумку. Наспех она накидала туда теплой урды. На кухне она выгребла из холодильника пару бутылок минеральной воды, консервы из ящика, нож, большие спички для газовой плиты, аптечку, фонарик, собачьи консервы, все наличные деньги, включая мелочи и документы. Лихорадочно соображая, она на секунду остановилась и бросила в сумку пару игрушек. Когда она закончила, Том уже стоял посреди кухни, Джейк жался к его ногам. Колин посмотрела на пса. «Томми, Джейк останется тут». «Не останется», – строго сказал Том и нахмурился. Посмотрев на сына, Колин поняла, что его не переспорить, и бросилась к машине. На улице начался хаос. С ошарашенным видом Глен стоял на своей лужайке, сжимая карабин, и смотрел в сторону исполина. Черные недогоревшие угли рассыпались из его опрокинутого мангала на зеленую траву. «Глен! Глен!» – окликнул его Колин. Глен вздрогнул и обернулся. «Сейчас уже уезжайте, Глен. Слышишь меня?» Глен посмотрел на нее, кивнул, немного пришел в себя и устремился в дом за мужем. Люди бежали в сторону от города, наспех собрав сумки, напялив одежду на себя и детей. Похоже, никто не смог уехать на своих машинах. Колин подбежала к своему древнему джипу 1996 года, забросила сумку в багажник, усадила на заднее сиденье сына и собаку и ринулась за руль. только заведись», – шептала она. Бормоча молитвы то ли Богу, то ли Генерал Моторс, она повернула ключ у ЯКИ и услышала радостное «тыр-тыр-тыр» старого дизельного двигателя. Лампочки на панели не горели. С силой она ввернула передачу и вдавила гашетку в пол. Знакомый голос, охваченный ужасом, окликнул ее по имени. Но она и не думала останавливаться и набирать пассажиров. Пытаясь не сбить людей, она рванула по улице. На буксующих колесах она резко вывернула из их маленького рая и ударила по тормозам.
Вся проезжая часть центральной улицы была занята брошенными машинами. Охваченные ужасом, люди неслись во все стороны. Колин вывернула руль и поехала по пешеходной дорожке. Что-то звучно ударилось о заднюю дверь, но это было совсем не важно. Колин пыталась добраться до шоссе из города. Слава богу, до него было всего несколько кварталов. Шоссе также было забито брошенными машинами. Колин вывернула руль и бросила старый внедорожник на зеленое поле. Спустя пару минут затор кончился, и Колин вернулась на дорогу. Она старалась не паниковать, ехать осторожно, обруливать машины и людей. «Как ты, сынок?» Бросила она взгляд на заднее сиденье. «Нормально, мам. Что за бардак?» Ее сын скрючился в своем сиденье и обнимал собаку, сидящую у ног. Колин не успела ответить. Впереди на дороге она увидела стоящий «Хаммер» и нескольких солдат, суетящихся вокруг него. Колин остановила внедорожник и выбежала к солдатам. «Простите, простите. Что происходит? Вы можете сказать? Куда нам ехать?» – крикнула она им. Один из солдат, по всей видимости старший, подошел к ней. «Успокойтесь, мэм. Мы не знаем. Нет связи. Возвращайтесь в свой дом и ждите приказов». «Это только здесь? Куда нам ехать?» «Я не знаю, мэм. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и возвращайтесь домой». Земля под их ногами дрогнула, солдат чуть присел, пригнул голову, затем выпрямился во весь рост и уставился за спину Колин. «Вот дерьмо», – тихо произнес он. Колин развернулась. С небес медленно опускался еще один исполин. Один из солдат подбежал к ним. «Не заводится! Что делать, сержант?» – прокричал он испуганно. «Я не знаю. Сделайте что-нибудь и почините эту чертову рацию», – бросил ему старшина, не в силах оторвать взгляд от исполина. Земля еще раз вздрогнула, когда корабль коснулся земли. Сержант мрачно покосился на тарахтящий джип Колин, встретился с ее взглядом и опустил глаза. «Ваш джип работает. Мэм, я хочу, чтобы вы вернулись в машину и скорее уехали отсюда. И подальше. Ред, достань из «Хаммера» канистру с топливом и отдай его этой женщине. Выполняй». «Есть, сэр». Солдат быстро метнулся до машины и поставил канистру около ног Колин. Со стороны исполина раздался свист и гул. Значительная его часть просела и сдвинулась, открыв сияющую дыру, из которой повалил густой синеватый дым. Откуда-то издалека послышались крики ужаса. Что-то появлялось из дыры. Оно напоминало огромный гриб, только величиной с 10-этажный дом. Его кожа была серовато-зеленой, и где-то под шляпкой начинались еще 4 уродливых толстых отростка, тянувшихся до самой земли. Существо медленно вышло, опираясь на них и подтягивая центральную ножку. Оно выпрямилось во весь рост и с шумом втянуло окружающий воздух. На несколько секунд воцарилась тишина. И потом им ударило по ушам, словно паровозным гудком. «Хо!» На негнущихся от ступора ногах Колин добрела до машины, бросила канистру на пассажирское сиденье и неспешно тронулась прочь от незваных гостей. Из окна она увидела второго исполина. Это было последней каплей. Она вдавила газ и больше не планировала останавливаться, пока они не окажутся в безопасности. Том вывернул голову и смотрел назад. Колин думала о бывшем муже. Точнее, о том, насколько он в этой ситуации окажется тупым и слабым. Возобладают ли в нем те качества, что когда-то сделали его мужчиной достойным любви Колин, или же он будет спасать только свою шкуру, не думая о них. Или даже хуже. Будет спасать дебильную любовницу или не вспомнит о своем единственном ребенке. Колин злилась, и ей было страшно. Они проехали Хэнсвилл, несколько заправок, подвесной мост и все дальше удалялись от крупных городов. Вдалеке Колин увидела вспышки и услышала едва различимые хлопки. «Наконец-то! Военные взялись за дело», – вздохнула она. Там вдалеке, около дамбы, развернулась битва. Колин вывернула на обочину и уставилась вдаль. Слабые огоньки трассирующих пуль рассекли хмурое небо и разбились о тело Титана. Медленно он повернулся и замер над атакующей его армией насекомых. 2 массивных отростка неспешно поднялись в воздух и закрыли от роя раздражающих пуль. То, что было его лицом. От мощного взрыва ракеты тело исполина пошло волной. Паровозный гудок пронесся над полем битвы, и он означал, что терпение Титана лопнуло. Второстепенный отросток скользнул Титану куда-то за спину, извлек непонятную конструкцию и повел ею в сторону нападавших. Еще несколько секунд стрельба продолжалась, но вдруг сменилась нарастающими криками. В конвульсиях люди падали на землю, на их лицах и шеях проступили ручейки крови. Они подали и застывали мертвыми в уродливых позах. Атака захлебнулась, и оставшиеся в живых, полные ужаса перед разгневанным Титаном, бросились в разные стороны.
Колин вцепилась в руль, онемела, отвернулась от неприятного зрелища и поехала. Путь до загородного домика занял часов 5. Несколько раз Колин останавливала, чтобы передохнуть и хотя бы немного осознать себя в том, что происходит. Она ехала не спеша. Картинка вокруг менялась со спокойной и окружающей природы до хаоса в спешке брошенных домов и машин. Топлива почти не осталось, Колин ехала по узкой второстепенной дороге и молилась. Том и Джейк немного успокоились и спали на заднем сиденье. Обычно они добирались до места часа за 2, но теперь дорога показалась Колин бесконечной. Ей было страшно совершить ошибку. Машина осторожно въехала в небольшой поселок и по проселочной дороге через берег озера и лес прокралась до их домика. Вокруг было тихо и безлюдно. Колин припарковала машину, нашла искусственный камушек с запасным ключом и открыла дверь. Света не было. Тут было тихо, спокойно и ничего не говорило о преследующем их кошмаре. Колин задумчиво потопталась по дому, вышла на улицу, еще раз все осмотрела и вызволила Джейку и Тому выбраться из душного и пыльного салона внедорожника. Собака бросилась вглубь знакомого дома и где-то в его недрах спряталась и замерла. Том устал и растирал маленькими ручками свои глаза и лицо. «Устал, маленький?» – ласково-мягко спросила Колин. Ее руки и ноги тряслись и ходили ходуном, пока она доставала из багажника сумку с вещами. Она бросила сумку на пол, закрыла дверь на замок и цепочку. Вместе с Томом они улеглись на большую кровать и укрылись парой одеял. Колин гладила своего сына по голове, пока он не уснул. Снаружи было все так же тихо. Колин смотрела в окно и встретила сначала сумерки, а потом и ночь, и не заметила, как уснула. Хлопки откуда-то издалека вырвали ее из сна. Она испуганно оглянулась. Тома нигде не было, но спустя пару секунд он вбежал в дом. «Смотри, мам, фейерверк!» – радостно прокричал он. Колин вышла на улицу. Где-то вдалеке, на самом краю горизонта, мелькали ярко-голубые и оранжевые вспышки, слышались приглушенные хлопки. Так продолжалось примерно минут 20. Затем все стихло. Их молчаливый ужин при свечах состоял из консервированных бобов и банки ананасов, найденных в кухонных шкафах. Вдруг загорелся свет. Колин удивленно уставилась на горящие лампочки. Неужели все закончилось? Вырвалось у нее. Краем уха она услышала треск и свист, в воздухе запахло гарью. Лампочки засветились ярко, затем еще ярче и еще. Прежде чем все они рванули, Колин успела броситься вперед и утащить Тома под стол. Джейк взвизгнул и унесся куда-то вглубь дома. Над миром людей воцарилась полная темнота. Так наступил конец эры человека. День 124. Первые 2 недели после конца света им жилось относительно неплохо. Никому не пришло в голову прятаться здесь. Колин обошла все дома в округе. Почти в каждом доме ей удалось найти консервы, крупы, хлопья, свечи, спички и прочие припасы. Пресное озеро было чистым, вода пригодной. Колин думала над тем, чтобы раздобыть снасти и начать рыбачить. Но понятия не имела как. Тогда ей еще не пришла идея искать эту информацию в книгах. На 41-й день их припасы практически закончились. Машина отказалась заводиться и не подавала никаких признаков жизни. Колин в задумчивости бродила по разоренному поселку и не знала, как быть дальше. Вечером она сгребла остатки консервов в большой рюкзак и приняла решение идти в сторону Атланты. Утром было очень тихо, не видно было ни зверей, ни птиц. Неспешно они пошли по дороге. Дни стали более жаркими и душными, а ночи холодными. Днем дышать становилось как-то неприятно. В воздухе витал странный сладковатый запах. Ветер приносил издалека удушливую пыльцу. Через часов 6 они дошли до заправки. Колин было вздохнула с облегчением, но метров за 30 до нее она заметила скрюченное тело человека, лежащее навзничь в небольшом овраге. Колин старательно обошла неприятную картину, стараясь, чтобы Том не увидел, и оставила его на улице, приглядывать за Джейком. Внутри мини-маркета пахло разложением и смертью. Кажется, тут были еще тела. Поморщившись, Колин открыла неработающий давно холодильник и извлекла оттуда 2 бутылки воды и бутылку газировки. Сахар не помешает. На полках она нашла чипсы и сухарики, которые должны были сохраниться. На улице Том тем временем рассматривал странное растение с острыми листьями. Оно очень бросалось в глаза своей синеватой расцветкой, размером и резким отличием от неухоженной травы. «Не трогай это, Том!» – окликнула его Колин. «Даже не думал, мам. Просто интересно». День 184. Я Джереми. Спокойней. Я не причиню вам вреда. У вас есть еда? Я знаю, где можно достать. Колин держала на мушке интеллигентного и потрепанного человека, лет 45. Он был одет в очки.
Держался спокойно, не делал резких движений и сохранял достоинство. Колин нервничала. Они нашли хороший незапертый дом и совсем не ждали гостей. «Мэм, я прошу прощения за доставленные неудобства. Я не представляю для вас опасности». Я увидел свет в окне, решил посмотреть, что к чему, и увидел женщину с ребенком. Может быть, мы живем и в странное время, но я не мог пройти мимо и не спросить, все ли у вас в порядке. Колин еще немного помялась и опустила оружие. Джереми вздохнул с видимым облегчением, но не опустил руки. «Видите, я не вооружен». Он медленно повернулся вокруг своей оси. Колин тоже выдохнула, уняла дрожь в руках и махнула незнакомцу пистолетом, приглашая в дом. Незнакомец послушно зашел, сел на стул, снял рюкзак, поставил его на колени и обхватил руками. В его движениях и глазах не было угрозы, но Колин при всем желании не могла расслабиться. «Как я уже сказал, мэм, меня зовут Джереми, я местный житель. Вы заняли дом Гроссов, но я думаю, они были бы не против. Они ушли месяца 3 назад». К ногам Джереми, смешно поджав уши, подкрался Джейк, обнюхал его и спрятался под столом. «О, собачка!» – расплылся в улыбке Джереми. «Это Корги, если не ошибаюсь, хороший друг для вашего сына. Нелегко вам пришлось, я преподавал историю в местной школе. Ой, простите, кажется, я слишком много говорю. Дурная привычка. К моему сожалению, тут не очень много собеседников. Я Колин, моего сына зовут Том, а это Джейк». Колин заняла оборонительную позицию в метре от стола, прислонившись к кухонному гарнитуру. «Что ж, Колин, будем знакомы». «Вы один?» Пламя свечи выхватывало лицо Джереми. «Да. В какой-то мере мне повезло. Я один и уже пережил потерю всех близких. Если честно, единственный смысл жизни для меня – это интерес. Я изучал историю всю свою жизнь и теперь живу просто в невероятную эпоху и могу наблюдать ее своими глазами. Соболезную? Да все нормально, я привык. Как вы выжили, Джереми? Думаю, так же, как и вы. Не впадал в панику и действовал осторожно. По всей видимости, то, что произошло у нас, произошло и везде. Поэтому я не спешил покидать дом. Вокруг было все, что нужно. Военные пытались проводить у нас эвакуацию, но, как я понял, у них не было ни командования, ни связи. А мне не захотелось попадать в лагерь и зависеть от кого-то. Своя голова есть на плечах. Слишком уж много я знаю о природе людей и о том, что бывает в лагерях. Колин убрала пистолет и поделилась с новым соседом ужином. «Когда думаете, это кончится?» – спросила она. «Кончится? Не думаю, что это может кончиться. Это только начало. Значит, наша планета захвачена. Зачем это нападение? Я думала, пришельцы, если и придут, то они не будут такими, как мы. Не соглашусь с вами, Колин. Неверно называть происходящее захватом. Ничего общего с конкистадорами, например. Пришельцы, как мне показалось, вполне мирные фермеры. Просто их ферма строится на территории, где был наш с вами муравейник». «Муравейник? То есть мы что, муравьи?» Усмехнулась Колин, но Джереми был серьезен. «Получается так. И что же нам с этим делать?» «Ну, то же самое, что сделали муравьи. Приспосабливаться. Цивилизация для нашего вида не имеет никакого значения. Когда-то ее не было, потом была, а теперь снова нет. Мы жили как животные в природе. Потом ездили на метро на работу. Теперь метро нет. Но мы-то с вами живы, и ваш сын будет жив, а затем сын вашего сына и так далее. Как-нибудь справимся. Вы, очевидно, и не думали, что мир может взять вот так вот и в одночасье рухнуть. А я всегда это знал. Только вот не думал, что увижу этот момент своими глазами. Никакой мы не венец эволюции. Просто чуть более удачливая ветка, чем неандертальцы или идалту. Параллельно нашей ветке развивались еще штук 10, а может и больше человеческих видов. И они все лежат в земле. И нас ждет такая же участь. Это всегда было неизбежно. Такова природа. Вы думаете, нас истребят? Истребят? Нет, не думаю. Никакой войны или геноцида не идет. Очевидно, что они не считают нас разумной формой жизни. Как мы не считаем, например, дельфинов или слонов. Хотя, насколько мне известно, в нашем поведении мало разницы. Мы немного более развиты и сумели освоить технологии. Но зато дельфины не берут пожизненных ипотечных кредитов и не убивают друг друга в бесконечных войнах. Колин потрясенно молчала, до этого момента она вообще не думала ни о чем, кроме выживания себя и своего сына. Не могу не спросить. «Как Том? Внутренне?» «Думаю, он в порядке. Удивительный мальчик. Почти мужчина. Что ж, будущее нашего мира в руках таких, как он. Мир будет меняться, теперь не под нашим воздействием и контролем.
И кто знает как. Когда люди переселились с континента на континент, они брали с собой свои культуры и животных. Интересно, что принесли с собой новые хозяева и как это повлияет на нашу планету и нас. Хочу тебе кое-что показать, Колин. Смотри. Джереми спрятался за деревом и жестом подозвал ее. «Что это?» – удивилась Колин. В месте, где они стояли, лес закончился, и покуда хватало глаз, простиралось огромное и ровное поле, засаженное какими-то растениями, похожими формой на ананасы, только превышающими человеческий рост. Я наблюдаю за этим делом уже 3-й месяц. Растут чертовски быстро, я скажу. Очень напоминает огород, да? Поскольку терять мне особо нечего, пару недель назад я попробовал один из этих, фруктов, и они очень даже ничего. Божественно, я бы даже сказал. Как я уже говорил, наши захватчики никакие не захватчики, а вполне мирные фермеры. А где хозяева? А хозяев я ни разу и не видел. Похоже, они совсем не волнуются за свой урожай. И я понимаю, почему. Животные и птицы его не трогают, а насекомым не под силу пробраться сквозь толстую кожуру. Посмотрим поближе. Кэлен немного помялась и вышла из леса вслед за Джереми. Вблизи сходство с ананасом потерялось. Плод был огромным, цилиндрической формы. Его верхняя часть торчала из земли 2 метра на 2. Кожура была чем-то средним между свеклой и каким-то экзотическим фруктом. Земля на поле выглядела обезвоженной и ссохшейся. Трава вокруг не росла вообще. Джереми явно не собирался уходить с пустыми руками, глаза его горели. «Ну что, поможешь мне, Колин?» Колин поежилась. Ей не нравилось происходящее и то, что они оставили Тома одного, строжайше запретив ему выходить из дома и открывать дверь и окна. Колин подошла к огромному плоду, встала ногами на его часть, торчащую из земли. Взяла обоими руками нож, направила лезвие вниз и нанесла удар. Нож воткнулся максимум на сантиметр. Кожа плода была достаточно грубой, но поддавалась. Около 10 минут Колин и Джереми прорубались к мякоти. С плода потек густой бесцветный сок с резким и насыщенным запахом. Под грубой кожурой скрывалась нежная, похожая на желе мутно-темного синего цвета, ткань. Колин отрезала совсем небольшой кусочек, внимательно осмотрела его, понюхала, немного подумала и бросила в рот. Вкус был бесподобен. Он словно обволакивал небо и был настолько густым и ярким, что на несколько секунд перебил все остальные чувства. Кэлен пришла в себя и несколько раз обернулась. Все было тихо. С энтузиазмом она начала работать ножом и набивать пакеты мякотью. Спустя минут 20 их сумки были полны сладкой массы. На обратном пути Джереми улыбался и пребывал в прекрасном расположении духа. «О, а это что?» Вдруг остановился Джереми и показал на дальний край поля, выглядывающий из леса. Где-то в центре огорода из странного темно-синего материала возвышались невысокие стены, заплетающиеся в странный узор лабиринта, струящегося между грядок. Узор выглядел незаконченным. «Посмотрим поближе?» – кивнул Джереми. «Я пас. Хватит на сегодня приключений». «Ладно, в следующий раз», – вздохнул Джереми. После того, как Колин отведала незнакомый плод, прошло уже часов 5. Чувствовала она себя прекрасно, значительно более бодрой, чем обычно. Есть и пить не хотелось совсем. Колин внимательно осмотрела себя. Никаких признаков аллергии не было. Она прислушивалась к своим ощущениям. Все было в порядке. Вечером она рискнула съесть еще пару кусочков. Побочный эффект все-таки был. Спать не хотелось совсем. Колин чувствовала, что могла бы бежать всю ночь. Вряд ли это был какой-то наркотический эффект. При свете свечи Колин осмотрела свои зрачки, они были не расширены. Сердце ее работало в своем обычном режиме, а может даже и лучше. На утро все так же было в порядке. И лишь к следующему вечеру волшебный эффект от плода начал стихать. Джереми был вдохновлен и хотел питаться только тем, что они собрали. Похоже, что он был под кайфом. Но Колин решила не рисковать. Неизвестно, как скажется такая диета в долгосрочной перспективе. Слишком уж все было хорошо. Колин решила, что стоит провести еще несколько экспериментов и изредка употреблять плод. Хранился он долго. Спустя 3 дня его вкус, цвет и консистенция сохранились такими же, как на момент сбора. Лишь влага имела свойство высыхать. Колин уже видела нечто подобное у бабушки, когда та выращивала алоэ. Это было хорошей новостью. Консервы когда-нибудь кончатся. Но теперь бесконечный источник пищи был у них под рукой. 5 раз они ходили на поле и собирали урожай. Колин стало даже интересно, скорее всего, есть и другие культуры, которые выращивают пришельцы. Все это время Джереми ставил над собой эксперимент. И, по всей видимости, удачный. Каждый день он записывал свои ощущения в небольшой блокнот. Джереми не сошел с ума, у него не было ломки, он не потерял в весе, у него не было никаких признаков аллергии. Наоборот.
Он выглядел значительно крепче и бодрее, чем на момент их знакомства. 6-й поход за лакомством закончился трагедией. Все шло как обычно. Только на этот раз они пошли уже затемно, оставив Тома сладко спать в обнимку с псом. Странный лабиринт разросся и теперь виднелся на протяжении всего поля. Колин орудовал топором, а Джереми изучал окрестности. Он отошел от Колин всего метров на 10 и тихо нес свою заумную белиберду. Вдруг он остановился как вкопанный. Его ноги оторвались от земли. Он застыл в воздухе и закричал. Какое-то время Джереми болтался в воздухе, как игрушка, но затем раздался странный электрический звук. Яркая голубая вспышка прошла через Джереми. Пространство вокруг него свернулось лепестками и разорвало его на части. Кровь под давлением мелкими каплями забрызгала все вокруг, в том числе и Колин. Она вздрогнула и, что было силы, побежала через лес. Справа от нее сквозь листву пробивалось электрическое зарево. Вдалеке послышался нечеловеческий вой, полный ужаса и боли. В электрических вспышках Колин разглядела большое и нечеловеческое тело, увенчанное рогами. Похоже, это был олень, который тоже испускал дух, попав в причудливую и ужасную ловушку. С большим трудом. Колин добралась до дома и нервозно оглядывалась. Ей пришлось выбросить свою одежду и отмываться от крови. Первые лучи солнца застали ее за этим занятием. Колин вышла на улицу передохнуть и замерла. Вся земля у их дома была истоптана небольшими трехпалыми следами. Пора было идти дальше. День 256. У Колин не было сил пошевелиться. Ей было так плохо, что она начала теряться во времени. 2 недели назад сначала у нее, а потом и у Джейка проявились симптомы лихорадки. Неожиданно ее бросило в жар. Ноги стали ватными, и через полчаса она уже не могла уверенно стоять на ногах. Том очень беспокоился и не знал, что делать, только носил ей воду. Первая вспышка длилась 1,5 суток, затем жар чуть спал. Появилась ломота во всем теле, сильный насморк и ужасный утробный кашель. Во время него изо рта ее выходила жуткая на вид жидкая зелено-желтая слизь. Как только Колин смогла стоять, они вломились в ближайшую аптеку. Колин приняла ударную дозу тетрациклина и стала ждать. Ей было страшно, она не могла оставить Тома одного в этом мире. На 4-й день заболел и Том. Симптомы его были такими же. Колин пила все антибиотики, что смогла найти, и спустя сутки, проверив действие, давала их и Тому. На 8-й день ее самочувствие немного улучшилось. Кашель стал более редким, но опустился куда-то вглубь ее грудной клетки, и каждый его порыв сопровождался сильной рвущей болью где-то внутри. Это было совсем нехорошо, и она не могла спать. Том вел себя как мужчина. Носил ей воду и лекарства, укрывал одеялом и даже пытался сторожить их ночью. Колин не могла поверить, что смогла воспитать настолько удивительного человека. Удача не оставила их и тут. Или же неумело принятые лекарства, или их южные крепкие гены смогли одолеть болезнь. Их новый дом когда-то был огромным торговым центром. Как и говорил Джереми, мир будет меняться. К ужасу Колин это было действительно так. В самом центре торгового центра, там, где когда-то была огромная аллея со скамейками и фонтан, пустило свои толстые корни гигантское растение. С каждым днем оно разрасталось все больше, окутывая стены клеткой из грязно-зеленых лиан. Для них гигант был не опасен, и Колин пока не думала покидать торговый центр. Слишком много в нем всего было полезного. Они ютились в большом отделе с туристическими товарами на 2-м этаже. Прямо там они поставили несколько больших палаток, сделали баррикады и натаскали большое количество запасов еды и воды из супермаркета на 1-м этаже. Болезнь отпустила их, и у Колин появилось время подумать, что им делать дальше. Она изучала карты и книги из книжного отдела, надеясь понять, куда им пойти, чтобы быть в безопасности. Том и Джейк были в восторге от нового дома. У них было огромное пространство и количество инструментов для игр. И в какой-то момент они расслабились. Колин обходила 2-й этаж, когда услышала пронзительный крик Тома и срывающийся лай их пса. Она бросилась вниз по лестнице, пытаясь достать из кобуры свой пистолет. Том стоял посреди аллеи, окруженный 3 странными созданиями размером с крупную собаку. Их кожа была черной и очень рифленой. Ноги уродливыми и тонкими, морды короткими и уходящими в плечи. Создания настороженно обходили Тома вокруг, принюхиваясь и издавая трескающие звуки. Джейк стоял у ног мальчика и истошно лаял, пытаясь их отогнать. «Пошли прочь! Фу! Твари!» – закричала Колин, направила на них пистолет и ударила на спуск. Пистолет издал характерный щелк, затем еще один и еще один. «Господи! Я забыла зарядить его!» – в ужасе поняла Колин. Твари не спускали с нее глаз.
Наконец они сделали свой выбор и бросились на Тома. Колин истошно закричала. А Том, как мог, быстро лег на землю и закрыл голову руками. Звери подбежали к нему, остановились в шаге и стали обнюхивать. Один из зверей схватил Том за ботинок и начал терзать его. Том лежал без движения и не издавал ни звука. Джейк бросился на ближайшую тварь и вцепился ее в ногу. Тварь скрипуче затрескала, бросила добычу и, сгорбившись, пошла на Джейка. Пес попятился назад и бросился к выходу, тварь кинулась в погоню. Том так и лежал без звука. Колин подняла с земли камень и бросила. Затем еще один и еще. Один из камней угодил в морду одной из тварей с такой силой, что та осела, издала беспокойный треск и вылетела вон. За ней последовала и вторая. «Ты в порядке, Том?» – бросилась Колин к сыну. С трудом сдерживая слезы и сжимая кулачки, Том поднялся на ножки. Колин схватила сына в охапку и бросилась наверх. Наверху она внимательно осмотрела ногу сына, нашла несколько рваных ранок и стала обрабатывать их. Том был напуган. «Мам, где Джейк? Мам!» Колин ее могла ответить. Старалась скорее перевязать сына и лихорадочно вспоминала, куда они убрали коробки с патронами. Вдруг она услышала шум. Что-то звонко упало на первом этаже. Колин прислушалась. Послышался топот лап. Колин жестом приказала сыну молчать и замерла, пытаясь не издавать ни звука. Снизу послышался треск, он начал нарастать и впал в резонанс. Вскоре он стал таким громким, что стал давить на уши. Твари вернулись всей своей стаей. Колин вжалась в сына, закрывая ему уши. И вдруг все прекратилось, треск прервался глухим и мощным ударом. На секунду воцарилась тишина, и она взорвалась треском разной частоты и страшным грохотом. Здание заходило ходуном, стекла зазвенели и начали рассыпаться. По стене их отдела заструилась трещина. Выход был только один. Колин рывком оторвала Тома от пола и бросилась к двери. Колин было страшно, но выбора не было. Нужно прорываться. Взяв Тома на руки, Колин рванулся вперед, успешно миновала дверь, спуск по лестнице и вдруг замерла. Мирно спящее растение, которое они до этого всегда считали элементом интерьера, проснулось. Все создания, которые находились на первом этаже, а их были десятки, были окутаны его щупальцами и переломаны. Растение тащило их в свою пасть. Некоторые еще были живы и жалобно трещали. Лиана на поручне пришла в движение и скользнула по руке Колин. Колин застыла, но Лиана просто отпрянула в сторону, будто посчитала ее чем-то несъедобным. Колин и Том вернулись в свой отдел, сели на пол и подождали, пока звуки не стихнут. Спустя пару часов они рискнули выглянуть. Торговый центр был разнесен в клочья. Пса нигде не было. Колин выдохнула и стала собирать вещи. Здесь было оставаться опасно. Пришла пора идти дальше. Когда они уходили, Колин осторожно похлопала растение по толстой лиане. «Спасибо, друг, и прощай». Они шли уже 3 дня, и Колин все больше впадала в депрессию. Дороги, города и все признаки мира людей стирались из реальности. На их месте теперь росли непонятные и кажущиеся опасными растения. Животных и птиц они практически не видели. Видимо, все они или погибли, или бежали. И Колин опасалась, что скоро новый мир поглотит и их. Несколько раз вдали они слышали треск и один раз видели вдалеке одинокого трескуна, который, к счастью, не обратил на них внимания. На воздухе становилось все жарче, воздух стал густым и влажным. Колин взяла с собой большой туристический рюкзак и припасов, сколько смогла унести. Но едва ли их хватит надолго. Колин не понимала, что делать и куда идти, поэтому они просто шли вперед. Том грустил и скучал по Джейку. Его поиски ни к чему не привели, да и шататься по лесу было идеей небезопасной. Их отважный пес и единственный друг ее сына, скорее всего, погиб. В их долгом пути наступил момент, когда Колин стала отдавать все припасы Тому. Искать еду стало сложнее. Вариантов у них не оставалось, придется добыть плодов, чтобы выжить. 2 дня Колин обдумывала эту опасную идею, пока вдалеке не увидела знакомое поле. Колин посмотрела на сына, приняла решение. С опаской она обходила по краю поля, высматривая узор. Они прошли по краю леса несколько километров, прежде чем Колин убедилась, что в полях нет ничего похожего на то, что они видели с Джереми. Она вышла из леса, осторожно подошла к ближайшему плоду и вонзила в него нож. Ей удалось набить сумки, и осторожно тем же путем она пошла назад. Но ей не повезло. Нога зацепилась за старый мертвый сорняк, Колин оступилась, сделала шаг в сторону и тут же вернулась назад. Но было поздно. Ее икры, бедра и спина налились свинцом, и она оказалась в воздухе, беспомощно дрыгая руками и ногами. Том испуганно смотрел на нее из кустов. «Не смотри, Томми! Не смотри, слышишь? Отвернись и уходи! Давай же! Я люблю тебя!» Прокричала она, в последний раз посмотрела на сына и зажмурилась.
Вдруг услышала она тихий и бархатный звук. Что-то обвилось вокруг ее тела и бережно опустило на землю. Кэлин замерла и молилась, чтобы ее Том уже далеко. «Вставай, мама, вставай», – тихо окликнул ее сын. Кэлин задрожала, посмотрела в кусты на сына и вверх. Над ней возвышался исполин. Его уродливое щупальце было в полуметре от Колин. Из-под козырька причудливой кепки на нее смотрела грядка черных глаз. «Хо-о-о», – мягко прогудел исполин и бережно подтолкнул отростком Колин в сторону леса. На негнущихся ногах Колин сделала несколько шагов, крепко прижала к себе Тома и развернулась на исполина. «Ху...» – с другой интонацией протянул исполин и пошел своей дорогой. «Мы научимся охотиться, Том, и держаться подальше от их садов», – прошептала Колин, смотря вслед доброго великана. «Ничего страшного, мам. У нас все получится. Мы отличная команда». Том сжал ее руку. Колин посмотрела в чащу леса, взяла за руку сына и шагнула навстречу новому миру. Из кустов донесся знакомый лай. Томми вырвался из ее рук и побежал в лес. «Джейк!» – радостно закричал он.